Привет! Сегодня будет не рецепт приготовления блюда, а полезный совет. Надеюсь, этот совет поможет облегчить ту часть жизни, которую мои зрители проводят на домашней кухне, причем как кулинары или кондитеры. В канун праздника или домашнего торжества мы задумываемся, какие блюда будем ставить на праздничный стол. Помимо холодных закусок и горячих блюд, на ум приходит, конечно же, не один рецепт салатов. В состав многих салатов входят вареные вкрутую яйца. А это значит, что нужно эти яйца сварить. И не просто сварить, так чтобы они не раскололись при варке и не вытекли в воду. Чтобы яйца сварились вкрутую, а не в смятку, чтобы сварились быстрее и чтобы легко очистилась скорлупа. Поделюсь в этом ролике своим видением и опытом. Если вы с чем-то не согласитесь или у вас другой опыт на этот счет, то напишите об этом в комментариях под роликом, обсудим. И еще призываю досмотреть ролик до конца, там будет вопрос к вам. Итак, начнем не с самой варки, а с небольшого отступления об их правильном хранении в домашних условиях. От этого тоже зависит качество конечного продукта. Не вдаваясь в физиологию появления яйца птицы-несушки, скажу лишь одно, что яйцо изначально покрыто защитной пленкой. Если вы решили, что хранить яйца нужно мытыми, то в этом будет ошибка. Почему? Потому что у мытого яйца кратно меньший срок хранения, чем у немытого. Магазинное яйцо без холодильника хранится неделю, домашнее 3 недели, а в холодильнике, соответственно, 3 недели и 3-4 месяца. Сроки же хранения мытого яйца делите на 3. Напишите в комментариях, сколько времени у вас дома хранятся яйца, моете ли вы их перед хранением и ставите ли в холодильник. Теперь возвращаемся к теме видео. Перед варкой яйца желательно помыть. И мыть нужно в какой-нибудь агрессивной среде, кое в обиходе пищевая сода или слабый раствор уксусной кислоты. Если у вас чувствительная кожа рук, то используйте при этом виниловые перчатки, которые желательный атрибут на кухне кулинара. Если мыть в небольшом количестве пищевой соды и с не очень чувствительной кожей рук, то можно обойтись и без перчаток. Вот я показываю на своем примере, как подготавливаю яйца к варке. Кстати, я мою яйца в любом случае, даже если собираюсь пожарить яичницу. Для чего желательно мыть яйца? Все мы наслышаны о сальмонеллезе, болезни, вызываемой употреблением нечистых куриных яиц. Так вот, как говорят инфекционисты, бактерия сальмонеллы обитает на скорлупе яйца, а не внутри. Поэтому упавший, например, в будущий майонез при раскалывании сырого яйца кусок немытого из скорлупы может привести к печальным последствиям. Что вы думаете на этот счет? Напишите под роликом в комментариях. Дальше больше. Если яйца хранились без холодильника, то сразу же после мытья ставьте их и варите. Если же их только что достали из холодильника, то их тоже можно сразу после мытья варить, но скорлупа в этом случае потрескается, и часть белка вытечет в воду, образовав белые лопухи. Мало того, еще и в образовавшиеся под скорлупой пустоты попадет вода. Короче говоря, товарный вид яйца будет безнадежно испорчен. Поэтому рекомендуется яйцам из холодильника дать полежать, пока они не нагреются до комнатной температуры или близкой к ней. С этим выяснили. Для варки яиц в зависимости от количества выберите соответствующую кастрюлю или сотейник. Воды, после того как уложите в кастрюлю яйца, налейте не менее чем на пару сантиметров выше верхней точки. При этом укладывайте яйца в высокую кастрюлю в 2 или 3 слоя, если надо варить много. Если некуда торопиться, то ставите кастрюлю с яйцами на плиту, пусть не спеша варятся. При этом яйца вкрутую варятся 10 минут после закипания воды. Если же хотите, чтобы вода закипела быстрее, то используйте закон физики, то есть увеличьте плотность воды в кастрюле. Доступный способ это сделать – добавить в воду поваренную соль из расчета 1 столовая ложка соли на литр воды. Не буду обманывать, этот способ не ускоряет существенно процесс варки яиц. Это скорее миф, но полминуты выигрывается. А еще говорят, что в соленой воде белок не вытекает из яйца, если лопнула скорлупа.
Это тоже миф, не имеющий под собой основания, ни один раз проверял на себе, не работает. Напишите, с какими еще, кроме перечисленных мифами по поводу яиц, вы сталкивались в жизни и какие из них соответствуют действительности, а какие нет. Яйца сварились, что теперь надо сделать, чтобы скорлупа легко очистилась? Здесь тоже используется закон физики. Первый вариант. Слить кипяток, а затем залить яйца холодной водой. Но в таком случае остерегайтесь двух опасностей. Одна может повлечь деформацию или даже порчу пластиковых отводящих труб, если в квартире таковые. Вторая опасность. Можно обжечь руки поднимающимся из раковины паром. Я варю яиц немного, поэтому ставлю кастрюлю в раковину под маленькую струю холодной воды, а когда вода в кастрюле остужается, сливаю и быстро набираю холодную воду. Из-за несовпадения скоростей линейного расширения скорлупы и содержимого яйца при резком охлаждении скорлупа отходит от сваренного белка, что помогает потом легко почистить яйцо. Если попались яйца, которые и после такой процедуры трудно чистятся, то покатайте их по столу, придавив ладошкой, и нарушьте целостность скорлупы, а после этого опустите их буквально на несколько секунд в чистую холодную воду. Это чаще всего помогает. Похожий принцип я применяю при очистке картошки в мундирах. Если вы не видели этот ролик, то перейдите по подсказке здесь вверху и посмотрите. И напишите, какие используете методы для правильной чистки вареных яиц. Этим познавательным роликом я постарался довести личный опыт сохранности и варки яиц. Обращаюсь к зрителям, которые досмотрели ролик до этого места. Напишите в комментарии, интересен ли этот формат полезных советов, которые иногда публикуются на канале между рецептами. А уже исходя из отзывов, я буду ориентироваться, насколько часто выдавать подобный контент. Подписывайтесь на канал и разрешите вашим устройствам получать уведомления о новых роликах, нажав для этого на колокольчик. Если понравилось это видео, то ставьте лайки. И снова призываю оставлять комментарии под роликом, постараюсь отреагировать на каждый. А еще делитесь ссылкой на этот ролик с друзьями в социальных сетях и мессенджерах. Пока!